Всем привет, меня зовут Дмитрий Рогачев, добро пожаловать на мой канал и в аэропорт Шереметьево. Здесь снова после долгого ожидания открылся терминал D. Для тех, кто не очень любит этот аэропорт и путается в его терминалах, это, конечно, грусть, а для всех остальных это радость, потому что Шереметьево по итогам прошлого года перевез 36 миллионов пассажиров, соответственно, в этом году ожидается еще больше и нужно возвращать в строй то, что было закрыто 2 года назад. Так, 1 июня 2024 снова заработал терминал D. В этот день его можно было увидеть практически пустым, да и в ближайшие месяцы какой-то глобальной толпы здесь ожидать не стоит. Большое пространство будет использоваться исключительно для ожидания регистрации и дальнейшего вылета только внутренних рейсов авиакомпании «Победа». Некоторое время назад была информация о том, что сюда же переедут внутренние рейсы Смартавиа и Нордвинд, но пока никакой информации подтверждающей это нет. Могу предположить, что будет так же, как раньше с открытием новых терминалов в Шереметьево. Сначала компания Аэрофлот и ее дочка в данном случае занимает все самые выгодные места, а потом сюда попадает кто-то еще. Так что я думаю, через пару месяцев стоит ожидать здесь гораздо большее количество пассажиров и разных авиакомпаний. Первый рейс прилетел в 8 часу вечера, на вылет первые рейсы были в 23:45, сейчас уже по информации из интернета 25 направлений вылетает отсюда. Так что будьте готовы к тому, что в случае необходимости вам стоит воспользоваться межтерминальным поездом, он тоже уже работает и он абсолютно бесплатный, а также внимательно смотреть на электронное табло. Помните, что в любой точке аэропорта Шереметьево, в любом терминале на табло показываются все рейсы всех авиакомпаний из всех терминалов. Соответственно, если что, будьте готовы 15-20 минут пройтись или проехаться от одной до другой точки на территории всего этого авиакомплекса. Дальше стоит перейти к слухам и к той информации, которая сейчас начинает появляться в разных пабликах, которые не всегда связаны с авиацией. Да, переезд из Внуково в Шереметьево авиакомпании «Победа» обсуждался давным-давно, было множество слухов, и изначально их опровергали, потом подтверждали, и в целом было много вариантов, куда же все-таки какие рейсы переведут, а сейчас компания летает из 2 аэропортов. Как будет дальше? Пока неизвестно. Сейчас можно предположить оба варианта развития событий, как полный перевод и внутренних, и международных рейсов Победы в терминал D, в том числе из Внуково, так и работу на 2 аэропорта, потому что сейчас это может быть выгодно, пока зарубежных авиакомпаний к нам летает не очень много, и таким образом, когда все изменится, а мы все-таки надеемся на лучшее, можно будет успеть договориться обо всех условиях, чтобы не было больше никаких вопросов и противоречий, как было, например, у Победы в том же Внуково, и в целом сделать гораздо более удобные условия для перелета пассажиров. Но как это будет, пока это лишь надежды на лучшее. А пока вы можете увидеть почти пустой терминал D, когда прилетающих рейсов здесь очень и очень мало. А помню, когда здесь было практически не протолкнуться, и у людей возникали вопросы, где же этот чертов подъем с 1 этажа на 3 на вылет. Спасибо вам всем за внимание и пишите в комментариях свое мнение о терминале D, летали отсюда, рады возобновлению работы или куда отправляетесь полететь. До новых встреч, пока!